Официально HYB молчали. Не было никакой публичной драмы. Никаких объявлений об отстранении, конфликтах или проблемах, связанных с Туне. Но за пиар-заявлениями и тщательно отсортированными выступлениями. Инсайдеры начали говорить анонимно. Точка. Один из бывших сотрудников рассказал инди-изданию новостей КПОП. Были внутренние разногласия. Те хотел больше творческой свободы, а HYB не хотел рисковать своим идеальным имиджем. Внезапно все стало связываться. Пропущенные появления на развлекательных шоу, неловкие сокращения в недавних документальных фильмах BTS, необъяснимые задержки сольных проектов Тунг. Подвергалась ли Тэйонг цензуре? В дни после эмоционального прямого эфира Чингука Тунг полностью молчал в социальных сетях, постах OU Ливс и комментариях OU фанаты строили предположения обо всем. Его заставляют молчать по контракту? Все ли с ним в порядке? Почему ему не разрешают говорить? Это было особенно болезненно для давних фанатов. Те всегда был душой уязвимости BTS. Открыто говорил о своих эмоциях, искусстве и любви к фанатам. Его внезапное исчезновение только подлило масло в огонь. ARMY — это больше, чем просто фан-база. Они — следователи. Всплыли клипы с фан. Встреча несколько месяцев назад, где Таунг в шутку сказал: «Если я вдруг исчезну, не волнуйтесь. Я вернусь». Фанаты теперь восприняли этот момент как предупреждение. И еще один клип со съемок за кулисами. Было видно, как менеджер уводит Танга во время разговора, как раз когда он начал говорить о творческих конфликтах. Скриншоты из чатов персонала показали разговоры, в которых менеджеры якобы называли Тиая Джокером. Повествование менялось. Таунг был не просто отстранен. Его обрабатывали. Чингук всегда был известен своей эмоциональной прозрачностью. Но на этот раз фанаты заметили в его глазах более глубокую усталость. Он всегда восхищался Таунгом не просто как HY, а как творческой силой. Источники сообщили, что они работали вместе над специальным проектом, который HYB якобы отменили из-за несоответствия бренду. После этого Чингук отстранился на несколько недель. Его признание во время прямой трансляции было не просто грустью. Это было сожалением. Я написал в письме фаната, которое позже подтвердилось как настоящее. Он написал: «Иногда мне хотелось бы сказать больше. Бен, громче, но мне тоже было страшно». Это разбило сердце по всему миру. Корейский журналист из индустрии развлечений наконец опубликовал анонимную наводку. Тэйонг попросил отпуск не по состоянию здоровья, а из-за конфликта с руководством по поводу его сольной музыки. Он чувствовал себя контролируемым, преданным. По-видимому, он представил концепцию целого альбома, которая была отклонена без рассмотрения. Он также, как сообщается, просил, чтобы его личная творческая команда была включена в производство. HYB отказался, заявив, что дело не только в музыке, но и в идентичности. Артист, боролся за свой голос и проигрывал. Начались утечки инсайдерской информации. Несколько смелых бывших сотрудников рассказали свои истории. Решения, принятые для контроля над имиджем BTS. Творческие ограничения, наложенные на отдельных участников, особенно Тэйонг, из-за их непредсказуемости. Один из них сказал, что любит его харизму, но боится его независимости. Признание Чингука теперь было воспринято как нечто большее, чем просто эмоциональное. Это был крик о помощи. Несколько хэштегов снова стали трендами. Лити Хайбов Джон Гуку Асей Тайпэс Топс в Хэви Ник Поп СМИ.
начали сообщать о растущем возмущении. Затем однажды ночью в 2 часа 14 минут утра по корейскому стандартному времени Тим опубликовал одну фотографию, рукописную записку, без подписи, без тегов. «Я не сломлен. Я восстанавливаюсь. Спасибо». Что ждали, что я снова запою по-своему. Интернет взорвался. Через несколько минут этот пост стал самым репостнутым за месяц о несчастном случае. Это было подтверждением. Что-то случилось. Его заставили замолчать, и теперь он возвращал себе голос. Армия организовала кампанию по трендам. Отправила грузовики к штаб-квартире HYB с требованием ответов и даже собрала средства для независимого освещения в СМИ. Протесты вспыхнули в Сеуле, Джакарте, Маниле и Лос-Анджелесе. Поклонники требовали не просто справедливости, они требовали прозрачности. Международные СМИ, такие как BBC, Нью-Йорк Таймс и Ничкей, начали освещать эту историю как культурный кризис в области прав художников. HYB наконец опубликовал расплывчатое заявление. Мы уважаем творческий подход всех наших художников и продолжаем поддерживать их развитие. Но было слишком поздно. Правда вышла наружу. И в последующие месяцы Тэйонг тихо выпустил свой первый по-настоящему независимый сингл под новым лейблом. Эмоциональную балладу под названием Unscripted. Джангкук неожиданно появился в музыкальном клипе. Текст песни говорил о свободе, страхе и любви, которая никогда не отступает. Репутация HYB пострадала. Но наследие BTS было сильнее, чем когда-либо. Тэйонг и Джангкёк снова стояли бок о бок, не просто как айдолы, а как выжившие в системе, которая пыталась заставить их замолчать, и они решили петь громче, чем когда-либо. Все началось с одной фотографии. Всего один щелчок в самом сердце Парижа. Но этого было достаточно. Момент, запечатленный, едва заметный в хаосе вспышек света и обезумевших фанатов. Размытый фон, мягкое отражение, край куртки, и все же армии по всему миру замерли. Подождите, это что, вырвалось на свободу по всему X, стало трендом в более чем 20 странах? Фанаты увеличили масштаб, настроили яркость. Усилили тени. Было что-то в его глазах и почти испытующем взгляде, смотрящем мимо камер, за толпу. Но что он искал? Или, вернее, кого? Почему это единственная фотография, сделанная прохожим на тихой парижской улочке, вызвала волну вопросов и эмоций? Среди фанатов? Неужели Чингук действительно кого-то искал? Был ли этот момент постановочной фотосессией или же откровенным, неподготовленным мгновением уязвимости? А затем возник вопрос, от которого по спине каждой армии пробежали мурашки. Искал ли Чингук те? Париж не чужд тайнам. Мощеные переулки, признания шепотом, любовные письма, которые так и не были отправлены. Это город, где Тайон когда-то гулял один в одиночестве, где он нежно улыбался Селин под парижскими сумерками. Фанаты живо помнят эти моменты, то, как он держал пальто, наклон его головы. Молчание в его глазах, которое каким-то образом говорило больше, чем любое заявление. И вот. Месяцы спустя Чингука заметили почти в том же самом месте. Совпадение или что-то более глубокое? На вирусном фото Чингук в длинном черном пальто, его волосы слегка взъерошены летним бризом. Он стоит перед каменной стеной, по которой вьется плющ. Прошло совсем немного времени, прежде чем армии сопоставили ее с одной из самых знаковых парижских фотографий Тайонг, сделанных в том же переулке с тем же плющом, ползучим по фону. Но больше всего выделялось несовпадение места. Это было выражение лица Чингука. Мягкое нахмуривание, мягко приподнятые брови, ищущий взгляд. Было ли
Это просто бремя смены часовых поясов? Или он осматривал улицу в поисках кого-то знакомого? Для Чингукаи Тайюнг, Париж — это не просто город. Это воспоминание и 2022 год. Их видели. Вместе с следующими части Европы во время их индивидуальных графиков по отдельности, но каким-то образом всегда связанными невидимыми нитями. Смех на заднем плане фан-видео, парное кольцо, размытое отражение в витрине бутика. Париж был их городом во многих отношениях. Место, где время замедлялось, где в кафе тихо играла музыка, где слова не всегда нужно было произносить. Когда Чингук возвращался один, армии не могли не задаться вопросом. Переживал ли он воспоминания? Искал ли он завершение? Или надеялся снова пересечься? Фанаты не останавливались на сравнении фонов. Одна особенно. Зоркая армия заметила загадочную надпись на стене позади Чингука, написанную выцветшими чернилами «Почти». Как забытая записка, это были слова Джерри Вендрай I will return. Было ли это просто частью уличного искусства или... Чингук решил стоять там намеренно. Может быть, это было сообщение, ответ или обещание. Другой фанат указал время, когда фотография была сделана на закате. Точное время было сфотографировано там год назад. Было ли это тихим почтением Чингука или это была надежда? Фотографией дело не ограничилось. Армии начали связывать точки. За несколько дней до того, как эта фотография стала вирусной, Чингук опубликовал историю в Инстаграм. На первый взгляд, это был всего лишь вид на Эйфелеву башню из окна отеля. Это было просто очередное обновление о путешествии. Но при ближайшем рассмотрении некоторые фанаты решили, что это тот самый номер отеля, из которого Тайонг когда-то выкладывал фотографии. Они проанализировали узоры штор, оконную раму, даже небольшой наклон Эйфелевой башни. Сравнивались скриншоты. Создавались наложения, и внезапно все совпадало. Чингук жил в том же месте, где когда-то жил Тайонг. Почему это была ностальгия? Или он надеялся, что, возможно, только возможно, Тейм. Помните и появляйтесь. Затем появился аксессуар. Я и вирусное фото в Париже. У Джункука. На левом запястье был простой кожаный браслет. Большинство его не заметили бы, но для давних поклонников он мгновенно стал узнаваем. Он был почти идентичен тому, который носил Тонг во время их заграничной поездки в 2019 году, и один из фанатов считал, что он был сделан вручную, символ их глубокой связи. Зачем Чингуку носить его сейчас, в Париже? Одному. Было ли это просто модой или чем-то большим? Ни Чингук, ни Теа не прокомментировали эти домыслы. Однако их молчание лишь подогрело новые вопросы. Было ли молчание стратегическим, защитным или священным? Иногда то, что не сказано, имеет наибольший вес. И в этом случае каждый тихий момент, каждое отсутствие отрицания, каждая необъяснимая деталь только делали эту возможность более реальной. Что, если Чингук действительно искал Теа? Что, если Париж был его единственной подсказкой? Вскоре зоркие армии начали сравнивать последние посты в социальных сетях. Фильтр здесь. Стиль подписи там. Даже освещение на их фотографиях казалось связанным. Публикация Джункука была сделана в мягком золотистом оттенке во время волшебного часа, мимолетного мгновения прямо перед закатом. Время публикации странно совпало с фотографией, опубликованной несколькими днями ранее в его личном аккаунте. Совпадение. Но на этом все не закончилось. В ту неделю они оба оставили расплывчатые поэтичные подписи. Фразы вроде «Некоторые вещи остаются с тобой, даже когда я их не говорю».
Это были не просто подписи. Это были подсказки. Было ли это общее послание? Общались ли они друг с другом, но через фанатов?